Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и, конечно, прямыми эфирами. Всем большое спасибо за то, что лайки ставите и, конечно, вопросы оставляете, потому что все, что происходит, будем сегодня обсуждать с Денисом Елисевичем. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Друзья, как всегда, формат нашего эфира очень прост. Вопросы можно задавать по ходу эфира, если есть возможность и работает у вас сервис, прямо на экранах выводить. Это QR-код, да, который на экране. Непосредственно, заблаговременно мы из этих вопросов обязательно будем стартовать основную сессию вопросов и ответов. Это, конечно, вопросы в сообществе YouTube, закрытом клубе зрителей Шелеста и чате трансляции. Чат трансляции сегодня озаглавлен вот таким вопросом. Что будет делать Зеленский после озвучивания военными США секретного мирного плана с Россией? Значит, варианты: согласиться, деваться некуда, вилять, срывать и тянуть время, картинно откажется, опираясь на ЕС, ну такой овальный кабинет 2, вот это все, знаете, потужность. Или еще один вариант: смотря что там и какие гарантии. Гарантии здесь, как вы думаете, для страны, для самого Зеленского. В общем, такие 4 варианта, они противоречат один другому, но очень интересно выглядит сообщение, которое подтвердилось и Политико, и Reuters, о том, что не просто так. Впервые за 50 лет чины Пентагона вдруг приехали в Киев. Тоже понимаете, какая интересная штука? Чины Пентагона приезжают в Киев, вроде как они должны будут озвучивать то, что нарабатывали с Россией, а Зеленского в стране нет, Ермака в стране нет, никого в стране нет на хозяйстве, а чины приехали. И, внимание, так а какая ценность встречи с Виткофом в Турции, если планы и наработки будут презентованы и опубличены в Киеве для Зеленского, а потом еще и в Москву полетят? Как смотрите и что думаете по поводу этой всей конфигурации? Ну, здесь вообще все несколько сложнее, не так просто. Во-первых, Умеров встречался в Майами с Виткофом лично. Витков не полетел в Турцию по той причине, что разговаривать там ему не с кем. Ни с Ермаком, ни с Зеленским бесполезно. Делегация из Соединенных Штатов приехала не разговаривать, а ставить перед фактом. Хотя Зеленский раньше, помните, говорил, ничего про Украину без Украины. Вот такое было у него короночка. Это все не получилось. Ситуация очень сложная, и это чистая правда. Очень крупные рыбы начали сдавать ФБР верхушку. Но нюанс в чем? Например, такому человеку, как Ермак, ему фактически некого сдавать. И он находится в самом уязвимом и слабом положении. И это касается, поверьте, его отставка такая показательная или реальная, или скрытая с поста должности главы ОП, это наименьшее из его бед. Вот так обстоят дела. Это очень такая масштабная история сейчас началась, и она финальная. Почему финальная? Ну, потому что вот у вас опрос, там есть вилять и отказаться варианты, да, вот в принципе, зная Зеленского и как он действовал на протяжении всей войны, это будет между вилять, такой гибрид, вилять, отказываться. Причем в такой очень агрессивной манере. И тут вопрос, как он будет. Мы все увидим, мы увидим его решение по реакции на НАБУ и САП. Что он будет делать дальше. Если продолжится давление или даже усиление атаки, допустим, СБУ на НАБУ и САП, то тогда я прав, и Зеленский выбрал это. Если там хотя бы капля инстинкта самосохранения мозгов осталась, то, конечно, нужно соглашаться. И американцы, там, понимаете, вообще нет никакого пространства для маневра вот в этих разговорах и в том, что предложено. Там очень конкретно, очень конкретно. Смотрите, конкретно понятно. Понятно. И вполне вероятно, но пространство для маневра будет, наверное, раз там все конкретно, будет, наверное, заключаться в этих пунктах, о которых кулуарно, не публично, тайно, ну или, как пишет Политико, секретно Москва прорабатывала с Вашингтоном, ну или как Вашингтон с Москвой. Многие говорили у меня на канале, что, смотрите, есть не просто так Лавров выходил с теми заявлениями. В общем, есть какая-то домашняя работа по договоренности у Трампа, конкретно у Трампа. Но тут, поймите, немножко сбивает с толку абсолютный состав вот этого всего паноптикума,
Ну, когда соросята, да, это же злейшие враги Трампа и республиканцев, вводят Помпео в Firepoint. Сейчас там такие подробности про Firepoint выписывает, ну, из материалов дела, что это просто какой-то цирк, ну, шарашкина контора, рога и копыта, а не организация, понимаете? Потому что там бронь дают, чтобы человек поехал, с женой разговаривают, ой, у меня там будет новая машинка, мы звоним на погранцам, они пропускают. Ну, абсолютный трэш происходит, и новости сыплятся, как из рога изобилия. Но Да. вот очень важно, да, вот я хотел бы сфокусировать на конкретном, на конкретике. Значит, о чем-то Россия и США договорились. И вилять, наверное, будут по предмету договоренностей. Если так больше не по чем вилять. Так а что в пакете? На что прогибают Зеленского? Нейтралитет, русский язык, свобода религии, выборы в 2026 году в коридор, по-моему, мы с вами об этом говорили, с мая по август, вот в этот коридор продавить выборы. И в этом году обязательно нужно подписать рамочное соглашение. Понимаете, Александр, это же ничего, вот все, что сейчас происходит, на самом деле это не кто-то психанул, это не случайно, не стечение обстоятельств. У меня пост в телеграм-канале от 22 июля. Полностью все расписано, то, что это вообще должно было произойти немножко раньше. Там оказались технические, так скажем, заминки. Теперь все просто летит. И вот сегодня 19 ноября, до конца года будет еще столько событий, поверьте, столько еще событий, что многим просто... Многие расслабились, вот эти вот действующие лица расслабились в этом году. Как-то годик пропетляли, годик близится к окончанию, и тут в конце такие удары начались. Это все будет только продолжаться. Про соросят, но они сейчас пытаются Маркарову засунуть, вы знаете, вместо Ермака. То есть это правда, не вброс, что Маркарова. Пытаются. Сейчас соросята что хотят сделать? Они хотят как бы раздавить Зеленского, оставить его просто для вида президента британской королевы, как там иногда пишут, и полностью взять под контроль эту ситуацию. И тут надо Хорошо. людям быть осторожными. А в чем план? Ну вот мы видим, Порошенко второй день блокирует трибуну, даже воздушная тревога, а трибуна заблокирована, в отставку кабинет министров, премьером Порошенко. Что, серьезно, премьером хочет быть? Не премьером, а главой вот этого комитета национального спасения. Потому что это очень реальный вариант, и этот вариант может реализоваться уже в этом году, по крайней мере, начать, и до выборов рулить в Украине. Вот в этом как бы моменте кроется самый конструктив. Потому что сейчас наше общество поделилось: давайте Порошенко, он спасет. Я против зеленого режима. Но это хорошо, конечно, их сместить. Но это не глобальное решение проблемы. Порошенко спит и видит себя управляющим всей Украины, давайте так назовем опять, как ближайший партнер соросят и европейских ястребов войны. Вот я хочу обратиться к соотечественникам. Ничего не изменится, вы должны это понять. Война будет, они будут пытаться продолжать войну, пытаться дурить Трампа, только они хотят распоряжаться финансированием, которое разворовали условные Миндичи. Теперь они хотят к этим потокам. И вся разница. Принципиальная смена парадигмы государства должна произойти. Украина должна стать свободной страной, капиталистической, а не просто поменять лица. Вот это здесь ключевое. А они сейчас хотят давить на просто смену лиц. И Комитет национального спасения, конечно, на 70% по их задумке должен состоять из соросят. Но для Петра Алексеевича, у вас в эфире еще раз скажу, плохая новость. В команде президента Трампа он на последнем месте, если мы говорим об украинских политических лидерах. Так, Это так мягко. подождите, а кто тогда на вершине? Вот опять, мы видим и наблюдаем, это действительно очень очевидно, судя по телодвижениям и заявлениям, что есть, ну, вот в Рада, например, да, там выходят слуги народа, Потураев говорит: обращение, убрать Ермака, долой Аллу Борисовну, мы слуги, мы против. Так и сидишь и думаешь: елки-палки, слушайте, слуги против Аллы Борисовны, вот дают, Али-Баба, вон, пошел вон Али-Баба. Круто звучит, но если так немножко навести резкость и понять, к чему все идет, вот выходит Арахамия, начинает гасить этот пожар, говорит: это отдельные депутаты, что-то они там, в общем, себе возомнили, это их позиция, у нас демократия, смотрите, кто что хочет, то и говорит, гляньте, как хорошо. Ну, парламент же, парламент. Но если так разобраться, возможно новая конфигурация в парламенте, и
понятно, есть Лондон, да, там Залужного красивые фотографии публикуют, или, например, там уже вбрасывают, что или Буданов, или Залужный, или Белецкий у руля Украины, это типа хорошо, да, по-лондонски. А у Америки Трампа, у администрации Трампа, какие виды и на кого? Вообще же, кажется, тишина и не на кого опереться. Сейчас об этом не идет даже речь. Сейчас у команды президента Трампа задача закончить войну и понять дату выборов. Утвердить ее хотя бы неформально, но точно. Просто не публично, допустим. Ну, инсайды, конечно, потом все расскажут в прессе. Вот это сейчас задача номер один. И до выборов будет, например, условно, полгода. И за эти полгода будет приниматься решение, потому что это не будет такой примитивной комбинацией. Соединенные Штаты ставят там на такого-то. Это будет игра на много-много лет, потому что у Соединенных Штатов они много вложили. Мы знаем, это прокси-война и много-много интереса на ближайшие годы. Не для того такие ресурсы сюда тратились, пусть и демократами, чтобы просто там давайте соросенка ставьте, мы умываем руки. Нет, все будет не так просто. То стратегия будет не только на ближайшие президентские выборы. Ведь Украина окажется в очень сложной политической обстановке. И то, что даже выберут новую Верховную Раду, нового президента, а кто сказал, что он досидит до конца срока? А кто сказал, что новую Верховную Раду не распустят там, через 3-6 месяцев? А кто сказал, что вообще будет сформирована коалиция? Вы же можете себе представить, кто сейчас будет рваться в Верховную Раду? Вот те самые, кого мы сейчас нарядили, вот мы же это проходили в 2014 году, когда на волне вынесло разных там людей в разных формах, а потом оказалось, кто это такие. Вот сейчас это все может, так сказать, x10, то есть в 10 раз еще более концентрированно произойти. И поэтому все будет очень сложно и не так просто, как хотелось бы людям. Завтра встреча у Зеленского со «Слугой народа». Ожидаются кадровые изменения в офисе, в Кабмине. Понятно, что это не главное. Главная встреча с вот этими военными. Я хоть убей не могу понять, зачем военных отправляет Трамп. Вот почему военные, почему Пентагон? Но опять-таки, любят же Келлога, например, да, в офисе президента. Хорошо, Там да. Уитков, ну, например, Уитков. Ну, Уитков, я так понимаю, что по плану был Уитков, но потом что-то переиграли, тоже по каким-то причинам. Понимаете, когда отправляют военных, это абсолютно другой уровень игры. Я объясню, что я имею в виду. Сейчас, ну, мы в прямом эфире, поэтому, может быть, для кого-то, кто будет смотреть в записи, это немножко позже будет новость, или уже как бы она будет по-другому подана, но выходит представитель МИД России Захарова и говорит, мы ничего от США не получали. Россия, если посмотреть последние дни и вообще вовлеченность в вот этот скандал с Миндичем, с вот этими всеми пленками, с вот этой турбулентностью, они вообще как-то так вот в стороне. Не, ну там понятно, что там посмеются, где-то там поприкалываются, где-то там выйдет Медведев чего-то там напишет, да, но очень точечно и единично, и разводят руками, говорят, ну а что, новость что ли? У Зеленского воруют, или там в Украине воруют, это что, новость? И как бы у них больше акцент на фронт, на вот это удары, на, ну, в общем, на военную составляющую, плюс, ну, такая международка глобальная. Там ШОС встретился, Путин вчера, по-моему, с представителями, премьер-министрами. То есть у них своя программа. Украину колбасит, и сюда военных присылают. Слушайте, неужели не нашлось дипломата или еще кого-то? Смотрите, все не совсем так. Давайте от главного отталкиваться. Раньше разговаривал с ними генерал Келлог. Он полностью отстранен от этой истории. Дочь генерала Келлога продолжает писать гневные посты. Она, во-первых, репостит Стерненко. Она репостит Кулебу Дмитрия, бывшего министра, и говорит, замечательный мой друг, спасибо тебе. На что я написал, такие, а ему не надо на фронт, куда вы всех гоните? А она патологически просто хочет все на фронт, все воевать до конца. Генерал Келлог от этого отстранен. Почему? Стив Витков консультировал военных, о которых вы говорите, которые приехали в Украину. Почему? Потому что в свете коррупционного скандала принято было решение, Витков даже мараться не будет об эти фамилии публично. Он неформально встретился с Умеровым, которого еще голос не был опубликован на пленках. Он пока, так скажем, заочно скомпрометирован. И Умеров сделал, как умный человек, то, что нужно было сделать. А дальше будут разговаривать военные. И почему военные? Потому что это уже не просто дипломатия, это уже ультиматумы пошли. И военные, как люди, которые на этом профессионально специализируются, они приехали рассказать, как это будет. Но полностью консультирует и ведет все Витков. То есть Витков является координатором.
Хорошо, координатором чего? И смотрите, ведь судя по бунту депутатов, бунту в Раде, мы вполне можем стать свидетелями, ну прям, путча против Зеленского. О, сдают территорию, капитуляция, не капитуляции. Это же как огня боится Зеленский, этих радикалов с фаерами с надписью «Лох» на табличке Офиса Президента. Давайте так. Откуда берут деньги радикалы? Откуда они питаются? Это люди, которые не работают. Вы согласны? И никогда не работали, наверное, в своей жизни. Кто-то же их финансирует, мы прекрасно понимаем, кто их финансирует. И вот эта вся история будет обставлена так, что, конечно, политическое давление будет показательное. Но в целом даже вот так называемая оппозиция будет знать свое место в этой ситуации. Это касается и Порошенко, и Тимошенко. Ну что сделал Порошенко? Смотрите, Порошенко же не давит на выборы. Вы видите, слово «выборы» не упоминается. Он говорит, вот это плохие, дайте нам хорошим, честным зайти, и мы будем сразу побеждать. Это где такое видно, чтобы оппозиция не требовала выборы в такой ситуации, импичмент и более жестких мер? Он говорит, я бы требовал, но тут война. Ну, плохая ситуация на фронте. А кто создал плохую ситуацию на фронте? За это отвечает исключительно президент, который не подписал мирные договоренности, те, которые можно было подписать лучше, и при котором страна просто мега коррумпирована. Так это же есть первопричина всему, а не следствие. Вот Порошенко. Тимошенко говорит, надо энергоатом людям раздать, то есть занимается коммунистическим популизмом этим, на который только люди сельской местности еще могут верить. Я вам к чему так более детально это все зрителям рассказываю? Это все прошлое. А Украину ждет совершенно по-другому все. И старт этому будет положен в ближайшее время. А вот так вот уже масштабно, это, конечно, выборы. Выборы, я так понимаю, британцы будут проводить. Да нет, это там то, что я понял, о чем вы говорите. Это раньше, несколько месяцев назад, всплывала информация. Британцы будут в той же роли, как и американцы, наблюдателями и гарантами. Нет, давайте все-таки об интересантах. Об интересантах. Значит, у нас есть олигархат. У нас есть... Вот Коломойский светится от счастья. Вы заметили последние дни? Да. Он Да. прям... Вот это вот прям, я не знаю, у него как... Ну, там разное про него говорят, как он сидит. Одни говорят, нет, он сидит. Ну, есть информация, например, у меня, что он отремонтировал 3-4 камеры. И его так вот это переводят из камеры в камеру, чтобы там ремонт происходил. То есть понятно, что сидит он, ну, в общем, не в царских палатах, не как в «Слуге народа» показано, там отодвигается стеночка, и там у тебя все прелести жизни. Нет. Но, тем не менее, он достаточно долго сидит. И он прям вот, он пышит здоровьем. Такое ощущение, что у него прям здоровье прибавилось на фоне этого. Он комментирует историю с Миндичем, говорит, да Миндич это никто. У нас же как принято? Первая такая нормальная проработка. Миндич это злой, это нехороший, Зеленский не виноват, он ни в чем, он вообще не знает ничего. Это все вот злые, плохие, продажные представители его окружения. Ну там Ермак не уследил, а ту Ермака сейчас перебросили с Миндича, как злого гения всего происходящего, на Ермака. И вот так работают, да, так вот псы, как бы кость туда бросили, кость туда, полетели рвать. А Зеленский вот мотается по миру, говорит, вот смотрите, я тут самолеты вам привезу через какие-то годы, или там газ запустим, или еще чего-нибудь там закупим, и вот все для фронта, то с детками, то с военными, ну, как Ленин, понимаете, как Ленин всегда живой. Точно. И тут возникает важный момент. Кто из групп влияния сейчас может вынырнуть? Ну вот конкретно, то есть всегда же говорили, у Коломойского есть компромат, Коломойский, но это как-то не отыгрывалось. А сейчас Коломойский может, собственно, и своих людей подтянуть, некоторых, ну не тех, которые там, понятно, его из прошлой жизни, а из новых. Или, например, Ахметов вступит в игру. Но тут вопрос, за кого? За кого будет Пинчук? И условные там пролоббированные Лондоном товарищи, ну как там Залужный, которого готовят, да, на кого опереться, как вам кажется, украинцам, и ну, среди каких огней будут они метаться в плане того, что вот за ними сила? Однозначно отвечаю на этот вопрос. Не за кем-то украинцам, а за чем-то, за идеей. Нужно прекратить ориентироваться на личности и ориентироваться на идеи, на конкретное предложение.
Если людей, украинцев, не научило все происходящее, что надо что-то изменить в этой стране кардинально, то тогда уже ничего не поможет. Если они по-прежнему попытаются найти личность, в которую они хотят влюбиться, и переложить на него всю ответственность, а потом через месяц поливать грязью. Нет, идеи, конкретное предложение. Украина не реформируемая уже страна. Нужно начинать с чистого листа, совершенно в другой парадигме, о которой я сказал ранее. Да, Коломойский в хорошем настроении. Да, Коломойский, можно называть его как угодно, но это умный человек, который сделал то, что он должен был сделать. Потому он и пребывает в хорошем настроении. Конечно, он вступит в игру. Конечно, Ахметов вступит в игру. Пинчук – это тот, кто наиболее близок к Лондону, о котором вы сказали. Я говорю в контексте Залужного. Насколько я знаю, Левочкин очень тесно сотрудничает с Пинчуком в политическом смысле. И вот это все, ну, такая будет политическая арена. Но людям, подчеркиваю, повторяю, ориентироваться нужно на идеи. Если вы хотите голосовать по-старому, по старой схеме, то вы получите старый результат. А старый прежний результат – это война и куча смертей. Партия мира это кто? Я так не делю. Ну, Я знаю, это популярную штуку. Нет, давайте подумаем, потому что... Нет партии мира. Послушайте, значит, поменять одну партию войны на другую партию войны не получится, потому что вот эти рамочные соглашения, плюс выборы, плюс перезагрузка, насколько я понимаю, по сценарию, там, да, то, что вы описываете, да, и что будет еще много событий, окончательный мирный договор будет подписывать уже не Зеленский. Да, окончательный, да, безусловно. Безусловно. Это будет просто не так скоро. Именно окончательный финальный договор, после которого последует, возможно, и другая политическая карта, и однозначное изменение в Конституции Украины, а я ратую за полную смену Конституции Украины, полностью взять новую. То есть очень глобально, возможно, даже частичное территориальное переустройство. Мы много разговаривали с вами про федеративное устройство. Ну, де-факто, де-юре это можно там замаскировать как угодно. И много-много вот таких радикальных изменений, в том числе в стране, будет. Без этого просто ничего дальше не сдвинется, не произойдет. Без этого просто мы дальше будем нищей, неуспешной страной под риском войны. И если люди этого хотят, я умываю руки. Если люди хотят по-другому, то, пожалуйста. Найдутся люди, те, которые смогут это реализовать и эти интересы представлять. Ну так вот об этом-то и речь, понимаете, что если менять Зеленского, то на кого? Потому что, судя по тому, что сейчас происходит последние дни там в парламенте, по заявлениям политиков, все говорят, вот смотрите, как они плохо воевали, смотрите, как они плохо... Да, мы будем хорошо. А мы сейчас и мобилизацию усилим, мы сейчас и там дронов наклепаем, Вот. и так далее, и так далее. Там, понимаете, просто это... Я о том, что это агония, понял вот вчера во время этого сообщения, ну там действительно показали обломки, запустили атакамс по Воронежу и прям признали. Но это ведь четко, ну, на Банковой это читают, ну, условно, договоренность США и Москвы, и подсветили эту историю ровно для того, чтобы вышли россияне, ну, имеется в виду политические россияне, или какие-то, ну, представители. Так сам Путин может выйти. Он сегодня с роботом танцует, у него вообще другая программа. Путин и робот российский. Ну, там сейчас модно это. Робот не упал в этот раз? В этот раз нет. Гуманоиды. Вот эти гуманоиды. Роботы-гуманоиды. Всех поразили китайцы, но это по всем странам. И Маск, и все на свете. Вот о роботах люди думают, а не о том, как, да. Как чего-то. Знаете, о том, как, что, куда девать людей, потому что роботы уже могут носить, грузчики не нужны, ну и так далее. То есть замещение профессий, о том, как переустроить общество. У людей вот это вот в голове. У обществ нормальных, да? А у нас вот это вот все армия Мовавира и так далее. Так вот, это же специально было вброшено ради того, чтобы вышли русские и сказали, ах, вы, американцы, стреляете такими ракетами по нам, ну, типа, руками Украины. Или, например, вот эта история с подрывом колеи в Польше. Это же четкий, ну, Зеленский сегодня это комментирует. Зеленский! И так смотришь, думаешь, елки, так понятно, кто за этим стоит. Нужно было что-то придумать. Такая идей нет, что ли? Или Шойгу выжил, и поэтому как бы информационной бомбы не получилось? Нет, вы правильно сами сказали, идей нет. То есть раньше все было по инерции, можно было план перемоги, план потужности, план незламности, мирный. Что-то какой-то резерв был. И по инерции оно как бы вот шло до этого времени. Теперь все. И он потому во все тяжкие пошел. Вот эти фото с детками, раз. Смотрите, кто его отбеливает. Он летит к Макрону. Договаривается про 100 Рафалей в ближайшие 10 лет. Цена 100 Рафалей примерно 23 миллиарда долларов. Вы представляете себе сумму эту? В Украине этих денег нет. Это раз. Во Франции этих денег нет.
Может, люди не знают, во Франции финансовый кризис. Очень плохо, помимо политического. Там этих денег нет. Но Макрон, один из главных европейских лидеров, жмет руку и подписывает эту бумажку. Да скоро из Макрона и Зеленского в течение 6 месяцев не будет на президентском посту. И все может переиграться. То есть Макрон отбеливает на пике коррупционного скандала. Вот что должно тревожить людей, европейцев в первую очередь, порядочных и приличных. Но оно так происходит. А все остальное, да, этот удар, ну, про железную дорогу я не буду говорить, а про вот этот вот обстрел атакции, да, это все очень странно выглядит. То есть это такая уже некая агония, он пытается за что-то зацепиться. Нет вариантов, Саша, вы правильно, нет вариантов, вы понимаете? И сейчас ему придется тоже принимать какие-то экстраординарные решения. Вот это вот решение уволить Ермака, оно как бы наиболее очевидно для утилизации негатива, который скопился на Зеленском. Ну, давайте так, без Зеленского был бы Ермак? Нет. Без Зеленского был бы Миндич? Нет. Зеленский, вот где ключевая фигура. Ну тогда почему его хотят оставлять и делать хромой уткой? Тоже я вам уже это рассказывал. С него власть принято решение срезать слоями, потому что Россия все-таки наступает. Нельзя дать упасть фронту и скатиться в хаос в стране, чтобы в Афганистан не превратилось. Вот это главное опасение американцев. Так как с другой стороны есть опасение, вернее, в другом аспекте это ядерное оружие. И Америка между этим всем лавирует. Поэтому принято решение, примерно до весны Зеленский останется. Но как бы без полномочий. Будет просто там что-то ездить, с кем-то разговаривать, его будут, может быть, дальше обнимать европейцы, целовать. Но по факту он ничем не будет управлять. Это прям железобетонная история, которая сейчас реализовывается. По-другому просто быть не может. А дальше выборы, и все. А почему по-другому? Подождите, а почему? Вы так пробросили эту историю. Это на самом деле ключевой момент. И я помню, это обсуждалось, причем на уровне аналитическом достаточно серьезно. Это, ну, вы назвали это комитет спасения Украины. Ну, вот как... Да, национального спасения, да. Национального спасения, да. Это вообще, в принципе, как говорилось о каком-то там внешнем управлении. Понятное дело, что эти товарищи, которые будут в национальном спасении, они все подконтрольны внешним силам, ну, те, которые продвигают это. Но по большому счету, почему нормальная идея взять, сбросить Зеленского, переформатировать Раду, выбрать спикера, спикеру сказать, все, теперь ты ВО, исполняющий обязанности президента, и, собственно, а кто сказал, что фронт рухнет без Зеленского? Тоже какое-то заблуждение. Да. Смотрите, вы правильно сказали, это заблуждение, но американцы не это имеют в виду. Они имеют в виду, что есть же много людей с оружием неконтролируемых, вы просто не можете физически проконтролировать такое количество людей с оружием. Всякое может случиться. И это серьезный риск. Не в том смысле, что если не Зеленский, то, о боже, фронт падет. Это как раз эту историю пытаются они навязать. Если вы видите пропаганду, что без Зеленского фронт завтра рассыпется. Как будто, знаете, он прямой главнокомандующий вооруженными силами, там где-то в полях сидит, в копанках. Нет. Есть Сырский, какой-никакой. Можно другого человека поставить. Поэтому это так. Но Америка же должна глобально смотреть на вещи и не может ставить под риски эту ситуацию. Поэтому принято такое решение. Я могу вам даже сказать название. Вы упомянули про международных представителей. Это будет называться международные супервайзеры. И они будут. Это сейчас рассматривается конкретно. Кстати, в прессе этого еще нет. Это, может быть, скоро скажут. Как Газа, да, Совет мира, который возглавляет Трамп, а тут будет Совет супервайзеров, которых тоже будет возглавлять Трамп. Ну, потому что он закончил войну, почетная миссия. Ну, не Трамп, ну, я шучу. Наподобие Тони Блэра, как в Газе, вот такая фигура из недавнего прошлого может вполне появиться. Но это будет, может быть, главное лицо, фронтирующее, но много будет супервайзеров. Ну, несколько так точно. Вот так это и будет называться, международный супервайзер. Ну, то есть Макрон сказал бред о том, что все закончится через год, и мы введем войска. У меня тут есть коалиция желающих, и у нее штаб-квартира под Парижем. Угу. Возьмите заявления Макрона за последние 1,5 года. Они иногда полностью на 180 градусов противоречат друг другу. Они не сбываются. Знаете сейчас, о чем Макрону нужно думать? О себе конкретно. И о своей политической карьере. Вот это для него актуальнее, чем эти сказки, которые он рассказывает. Ну, подождите, и Урсула говорит о том, что... Вот у меня вопрос. А если Зеленскому денег дадут? Европейцы. Это изменит положение дел? Нет. Вообще нет. Почему? Принято стратегическое ключевое решение в Соединенных Штатах Америки раз. Второе, вооружение, боеприпасы. У Европы этого нет. То есть Трамп сейчас там на какие-то копейки продает НАТО, НАТО передает. Эта история не жизнеспособна в длительный срок. Дефицит бюджета 60 миллиардов евро. Это очень большие суммы. То есть понимаете, как сейчас выглядит ситуация? Есть мертвый, к сожалению, пациент.
Ему подключили прибор искусственного дыхания. И там кислород же заканчивается, ну, оно там, надо иногда, вот они новый так подносят, но пациент-то мертв. Его нужно отключить. И все. И вот это нужно сделать и полностью перезагрузку страны сделать. Страна должна начать, как в 91 году, с чистого листа. Я сейчас не утрирую, там, не громких фраз, это действительно так. Нереформируемая система. И прошу зрителей обратить внимание, все коррупционные скандалы, абсолютно все. Вот сегодня были обыски НАБУ в «Нафтогазе», вы знаете, да, там в отделе безопасности. Все госпредприятия. И если мы говорим где-то о крупной коррупции, это всегда госпредприятие. Поэтому должна произойти приватизация всего. И то, что называют стратегическими, в первую очередь, оно требует качественного менеджмента. А не вот это вот все. Ну, это ваша идеологическая история, вы ее постоянно продвигаете. Кстати, подпишитесь на Елисевича, ссылка в описании, отмечен как пользователь YouTube. Денис стримит, общается со зрителями, анализирует ситуацию. В общем, Telegram, YouTube, милости просим. Мы сейчас этого коснемся сегодня, да, вот этой, как бы, а за что жить, за что восстанавливаться. Но меня интересуют абсолютные внезапные, скажем, ну, такие фигуры, которые могут в этом всем деле возникнуть. Фигуры и сепаратизм меня интересует. Западный прежде всего. Ну, потому что вот если мы просто... Опять, мы же все комментируем в потоке новостей и с определенными там эмоциями. Но все складывается в очень понятные цепочки. В очень понятно. У меня там на канале тоже сегодня вышло интервью, тоже по поводу полностью переучреждения Украины, ну, понятно, на другой лад, да, в другую, как бы, сторону. Там, чтобы смотрела Украина в сторону России, например, да. У вас мнение, чтобы смотреть в сторону Запада, цивилизованного, ну, как вы называете, общества прогрессивного и так далее. То есть это, в этом и есть дискуссия. Я хочу подчеркнуть, что люди должны понимать, мы там за Русь славянскую, а вы там, например, за цивилизованный Запад, или какой-то там, ну, хай-тек Запад, или там, или загнивающий Запад, неважно. Смотрите, очень важным аспектом является то, что вот Портнов, это сегодня мы говорили тоже в эфире, и что, и где расследование в Испании, что, непонятно. Ходят слухи, что он действительно что-то копал, но он копал даже не на Зеленском, он как бы с Зеленским работал, ну, там сотрудничали они кулуарно. Он вот шел по следам Порошенко, причем очень и очень давно. И вот он что-то эдакое нарыл, что могло бы пригодиться, да, тому же Трампу, ну, чтобы условно уничтожить демократов. Потом дальше, там, вот эта тоже странная смерть, самоубийство вот этого криптоброкера, у которого там за долги. То есть это же все как бы можно уложить в звенья одной цепи. Вот это Одесса. Одессу забирает Зеленский себе. Мэр, был паспорт, не было паспорта, все, сядь под лавку, мы ставим своих СБУшников. Это тоже определенный сигнал. То есть у нас есть определенный ряд сигналов, которые как в мозаику собрать... То есть, Денис, они это все знали, ну, где-то полгода назад, как это все будет выходить. Они могли подготовиться. Да. А почему такой ужас у всех? И у Зеленского, и у Слуг, и у, собственно, у всех. Вот это меня беспокоит. Вот это непонятно. А, вы имеете в виду, что Зеленский знал это полгода назад? Конечно. Не, смотрите, мозги диктатора устроены не так. Они не способны как бы хладнокровно мыслить, здраво оценивать ситуацию. Это они приходят в такое состояние как бы постоянной эйфории, когда ты чувствуешь себя первым после Бога, и это коснется кого-то, но только не тебя. Исторически посмотрите на любого диктатора. Он до последнего думал, со мной этого не произойдет. Это та же история. То есть они были абсолютно уверены в своей непобедимости политической. Но тут кого можно, как так сказать, обвинить? Ну, приезжал генерал Келлог, жал руки Зеленскому Ермаку. А теперь кому он, получается, жмет руки? Того, под кого копает ФБР? То есть, я не знаю, знал лично генерал Келлог, не знал, но как-то все это выглядит странно. Или вот эти короли испанские и все остальные, тот же Макрон. Вы же все это легитимизировали. Но Зеленский и так, да, он не мыслит. Вы сейчас, кстати, мы про Верховную Раду немножко пропустили, это к этой же теме. Вы говорите переформатирование, там вот Ермака уволить, требуют Ермака уволить Соросята и, конечно же, Арахамия. Ведь зеленый режим, он же внутри разделен под несколько, так сказать, кланов.
Вот Арахамия – это противоборствующий клан с Ермаком. Есть еще Федоров. Посмотрите, как сейчас Гетманцев выступает. И вот это наша сейчас борьба кланов. Там Гетманцев, его прижали лотерею, он там грозится на Федорова компромат обнародовать. Они, понимаете, но не все скомпрометированы, все юзают это государство. И все кормятся с государственных средств. Вот это вот самая порочная история, которая может быть, именно она и есть причиной всех проблем наших. Поэтому сюрпризы для Зеленского не заканчиваются. Не заканчиваются. Хорошо, но все-таки если о лидерах и сепаратизме, как в карте, Да. как в карте сериала «Слуга народа». Сейчас многие вспоминают вот этот эпизод, когда там к Зеленскому, ну, Голобородько, приходит премьер-министр и говорит: выходите из тюрьмы. Ну, то есть реально может все тюрьмой для Зеленского закончиться и, ну, таким жестким распадом страны? Нет, распада страны не будет раз. Зеленский, к сожалению, в тюрьме вряд ли окажется два. Он будет в изоляции несколько лет пребывать, это факт. Наибольший удар будет на Ермаке все-таки. Наибольший удар. У него не будет такого иммунитета, о котором он, наверное, сейчас там мечтает. Что касается сепаратизма, особенно вы сказали западного, да нет никакого западного сепаратизма. Я за что выступаю? Вот там условный Дмитрук хочет, вот то, что вы сказали, там в сторону России, Беларуси. Не надо гонения устраивать. Пускай приезжает и в дискуссии это все будет решать. Вот ключевой момент сейчас нужно дать всем высказаться, всем выступить на политической арене, а решить должны люди. А если так не сделать, если всегда навязывают вот те такие, а те такие, разделять украинцев, это вот и заканчивается так, как сегодня. Потеря территории и кладбищами километровыми. Видели фотографию во Львове? Уже хоронить негде. Да, Там, так кошмар. вот вам и западный сепаратизм на самом деле. Лычаковское кладбище, 20 мест осталось. Ну, уже, наверное, не Да. осталось. Я не вижу здесь связи с сепаратизмом. Нет, смотрите, Нам потом... Да. связь в этом есть. Потому что мы забываем о главном. Вот эти люди, которые, вот, не знаю, у меня, я не говорю, что там специфический круг знакомых, ну, большой круг знакомых, ну, разных. Все, от последнего патриота, ну, такого прям с бандерой, да, на этом, над кроватью, да, до абсолютного там человека, который там космополиты, граждане мира, до пророссийского и там признающегося в любви к Путину конкретно, да, все, весь этот круг общения, все говорят: елки-палки, а что ж они делают? Что это грандиознейший скандал. И нам сейчас говорят, что послушайте, эти 100 миллионов, этот Миндич или там вот эти все, это все вообще капля в море. Это так вот просто. Это как вот это там, как вот такой фурункул пробивающийся. Это такой маленький прыщик, а там внутри просто такой гнойник, там такие суммы. И они говорят: ребята, конечно, все говорят, вот понимаете, вот это, я видел это, кстати, тенденцию в обществе, когда, например, там интервью Дудю давал Потап. У Ивана Дорна по-другому было, ну или там Киев Стоунер, например, у Дудя давал интервью, или еще там мы видели какие-то резонансные интервью, например, там, ну, Пугачева давала, да, интервью вот это свое. То есть объединяются совершенно с разными позициями люди, как бы воедино. И вот здесь вот этот Миндич-гейт, он всех объединил. Гнать в шею. Гнать. Просто одни говорят гнать Зеленского, другие Ермака, и сейчас это все, разделяя и властвуя, это все сейчас пытаются технологично, политически сыграть. Понимаете? Вот я просто о чем говорю. И поэтому просто есть там неудовлетворенные люди, и вы говорите, с чем это связано? Кладбище, да? Это связано с тем, что мы забываем о главном, что в это время умирают, гибнут солдаты. Перелет по Тернополю, вот этой ракеты, да, 25 человек. В могиле. И там сегодня чудесное спасение, конечно, это Бог помог, я не знаю, когда там разбирали завалы, и на верхнем этаже, это вообще уникальный случай, остался мужик жив, его достали, в общем, из-под... У меня утро, я еще даже не видел, я от вас это узнаю сейчас про этого мужика. То есть, понимаете, это просто, это же дичайшая трагедия. Идет обстрел Тернополя не потому, что Тернополь там какой-то, это так мог быть любой город. А Зеленского нет в стране, Умеров там ездит, с ФБР общается или с Виткофами, все там как бы, все на измене, все мотаются туда-сюда, все какие-то... И такие люди сидят, а мы выехать не можем, а по нам ракеты лупят. То есть
идет очень серьезный накат негатива на эту власть. И вот тут может вообще, как вы говорите, американцы просчитывают любой сценарий. Сейчас нужно просто правильно вбросить какую-то историю и потом раскрутить. И вот это сейчас очень опасное время. В чем вы видите эту опасность? В тех самых радикалах, о которых вы говорили. Потому что они находятся под мощным финансированием. Люди даже многие не подозревают, а я знаю, какие сети они построили во время войны, сколько завербовано туда молодежи. Ведь понимаете, я не помню, говорили мы с вами или нет, ну какой молодой парень, 16-летний, 15-летний, пойдет в такие структуры? Семья где-то не доглядела, как-то родители не недовоспитали, который не может найти себя в этой жизни. И вот что страшно. И эти неокрепшие умы, значит, поддаются очень сильно вербовке. И вот это может быть главной угрозой. А вообще ключ к единству в разнообразии. Просто признать, Украина едина, но люди в ней несколько отличаются. И я, как киевлянин, не хочу указывать львовянину или одесситу, как ему жить. Но при этом всем мы украинцы и должны принимать некие правила игры, как в Америке, ценности, принимать ценности. И вот эти ценности должен объявить новый президент Украины. То есть я в этом вижу свобода слова, свобода личности, свобода экономики. Вот я вижу такое, на идее максимальных свобод. Ну, так выйдет кто-нибудь к вам и скажет: Елисеевич, вы за капитуляцию. Вы говорите: я за свободу, я за то, чтобы вышел там Дмитрук, да, то есть если он, скажем так, изменял родине, ну так выйдите, докажите, что его не экстрадировали, из Лондона тем более, вроде ж, потому что там есть правила какие-то, потому что вы липу, ну как бы фуфло шьете и гоните в сторону, так экстрадируйте, был суд, 5 дней шел, а все развалилось, и он остался там. Продолжают, короче. И так по всем делам. У нас вот эти депутаты, к ним можно по-разному относиться. Там Шевченко, Дубинский, ряд других политических. Они просто сидят в СИЗО, без приговоров. Да. Они просто сидят и все, понимаете? И за что? Почему? Потому что нечего, если так просто посмотреть здраво, ну, суда в Украине нет, получается, путевого, такого, которому бы доверяли. Полиции в Украине нет. Они просто ловят уклонистов, сбивают деньги, но если что-то политическое, тогда поднимают пехоту и быстро кого-то находят, и то там липовых каких-то, как вот с убийством Порубия, например, да, там, или еще кого-то. Быстро-быстро кого-то нашли, повесили, все, дело закрыто. То есть у нас нет, там, СБУ занимается экономикой, там какие-то там другие... И личными поручениями Ермака. Вот, это же четко было на пленках. Сидит Али-Баба и рассказывают, кого надо щемить, кого там из антикоррупционеров. То есть у нас, мы тут говорили, теневое правительство, подразумевая, что где-то там сидит какой-нибудь Азаров в Москве, да, и вот это вот он там, они там создают это все в изгнании или еще как-то. Так оно у нас теневое, черная бухгалтерия с черным правительством оказывается вокруг квартала 95. И вот к этому мы пришли. А Зеленский такой: нет, я не в курсе, все будет. Поэтому мы вот как бы говорим о страшных сценариях. Сценарий гражданской войны. Понимаете, вот, наверное, какой самый страшный сценарий. Она может спутать все планы тем же американцам, которые попринимали решения. Я согласен, но я еще раз вам хочу сказать, кто ее может спровоцировать. Соросята, которые финансируют силы, которые имеют для этого оружие, умения и, наверное, даже желание. Потому что, я вам скажу честно, если признать статус русского языка в Украине и нейтральный статус, плюс свободу религии, это же 3 столпа, 3 кита, на котором держалась соросовская вот эта вот вся история, которая в 2014 году пришла в 2013. Понимаете, если это выбивать из-под ног, на это, у них больше не на чем разделять людей. Вот так я хочу вам сказать. На чем ты разделишь людей? У нас все белокожие, по цвету кожи не разделишь. Ну все, закончилась история. И вот этого они боятся как огня, и, конечно, есть риск гражданской войны. Здесь у меня только надежда на команду президента Трампа, они это понимают, я бы на это поставил не более 10%. Но вы упомянули Дмитрука, Дмитрук там чуть ли не первый мой оппонент. Но я считаю, и вы сказали, там меня могут назвать там кто-то капитулян, это сейчас, потому что есть госмашина, пропаганда, цензура, нет свободы слова. А нужно дать слово всем. Если какие-то граждане проголосуют за негодяя, ну я кого-то считаю, допустим, негодяем, кто-то меня, это выбор граждан Украины. И если граждане Украины допускают критические ошибки, так тому и быть. Вот так все жестко выглядит. Иначе будет так, как сегодня.
Мы должны наконец-то просто признать, как оно есть, и это зафиксировать. Я тут смеюсь, но не над тем, что вы говорите, просто приходят новости. Мы в прямом эфире, друзья, поставьте лайк, кто не поставил лайк. Значит, выходит в Турции с заявлениями, ну да, Виткова нет, ну, как вы сказали в самом начале. Ну, какой Витков? Значит, вышел Эрдоган, говорит, мы считаем целесообразным, чтобы стамбульский процесс возобновился в более широком формате, с более широким содержанием. Зеленский, мы хотим возобновить обмены до конца года. Активизировалось много процессов для прекращения этой войны. Альтернативы миру нет. Это слова Зеленского, альтернативы миру? Прямая речь, да. Класс, класс. Александр, а про обмены? Это же в историю обстрелов, деток. Обмены? Не было обмена. Вы заметите, всегда обмен. Либо праздник, там, День независимости или что-то, либо у Зеленского какой-то скандал. И сейчас они активизировались над обменами во время Мидичгейта. Ну как подло, это же наши люди. Они для вас разменная монета. Я хочу, чтобы эти люди сами это осознавали, которые жизнью своей рисковали. И многие умирают после плена, потому что здоровья уже никакого не остается. Вот о чем надо говорить. А Эрдоган, кстати, сейчас, раньше они были приятелями с Зеленским. Сейчас я слышал, многое изменилось за последнее время, за последний месяц даже. Поэтому очень интересно, но очень красноречиво к стамбульским договоренностям в более широком формате. То есть представьте, мы можем сейчас с вами констатировать 19 ноября 2025 года, с мая месяца 22 это все было впустую, это была политическая война. Значит, до этого была экзистенциальная, после этого чисто политическая. Погибла куча людей, люди лишились имущества, мы потеряли территорию. Это кошмар, это ужас. И поэтому Зеленский должен отвечать, и Ермак тоже, и все причастны. Как там по-украински говорят, нахиба, да? Зачем это все нужно было? Ну, конечно. И, собственно... Ой, слушайте, понятно, что сейчас мы будем свидетелями очень многих заявлений, очень многих, скажем так, решений. Но я так упомянул, как вы оцениваете, карты Зеленского? Вот он встречается со слугами и, уже говорил выше, что будет что-то предпринимать. Какие его дальнейшие шаги просчитываются сейчас на доске? И миновала ли прямая угроза ему персонально, имеется в виду его должности? Я не говорю про жизнь, потому что в таких турбулентностях, конечно, может быть всякая война же все-таки, да, ракеты летают и так далее. Но давайте этот вариант, потому что мы человека любимым образом выходим в эфир, у нас нет такой вот этой крысиной или едкой какой-то, а вот давайте Путина убьем. Или, например, там, ракету на Зеленского. Смотрите, это ничего не решает. Нас интересует глобальный процесс. Какие у него фигуры или карты, не в рукаве, а хотя бы там в раскладе? Положа руку на сердце, опять-таки, зная Зеленского, я вижу только один. Пуститься в полный беспредел. И вы знаете, до меня дошли слухи, что последнее время на заседании силовиков, спецслужб всерьез обсуждались политические убийства. Или типа того. То есть давление на НАБУ и САП, вы поняли, каким образом, самым разнообразным. То есть просто пойти по-настоящему в разнос. И тогда он какое-то еще время себе выиграет. Но глобально он уже проиграл. Понимаете, я бы на его месте ставил себе задачу максимально сохранить лицо. И что-то там еще на счетах. Я просто не понимаю, как политические убийства могут вот в этой ситуации что-то изменить, понимаете? Вот я тоже видел эту информацию, но я очень скептически отношусь, во-первых, потому что знаю лично, там вот, например, товарищ есть один Всеволод, да, который тоже пишет, что сказали убить меня, Шария, там называет фамилии, вот это все. Мы же... Серьезные люди, давайте. Не, направо и налево, понимаете? Вот, это все, это Буданов, это Зеленский дает Буданову команды, там, Малюку, Буданову. Понимаете? Опять-таки, я не знаю, кого надо убить, чтобы все вот это вот все так сказать. И по поводу, собственно, вот этой всей истории, я так уже, если вспомнил, да, вот этих несерьезных людей, и вы там тоже вступали в публичные какие-то споры с больным человеком, что там Балашов живой, и сейчас Зеленский падет, и он как вернется с того света. Это же, понимаете, это же какой-то абсолютно, на низком уровне. Это бред, нет, Саш, я по этому поводу не вступал. Я вступал там по личным причинам страйка на мой канал. Вы что, я такой серьезно не обсуждаю. Геннадий Викторович, к сожалению, ушел.
Так вот, по поводу Поэтому, политических убийств. да. Ну, смотрите, во-первых, мы же не говорим о тех, кто находится на территории западных стран. На территории западных стран стоит четкий запрет. И на территории Европы, тем более в Америке, это все смешно обсуждать. Внутри Украины. Внутри Украины. И там все возможности позволяют. Скажите мне тогда другое решение, если не идти в этот беспредел. Вы знаете, они наушникам угрожают. И на пленках будет еще это. Ну, в прямом смысле слова, что нужно сделать, кому и так далее. Да, мы сейчас с вами обсуждаем, по сути дела, просто настоящую катастрофу. Катастрофу. Худшее историческое время для нашей страны вообще. В истории независимости. Мы дошли до такого, посмотрите в обществе, что этот идиот со Львова рассказывает, что кот должен не мяу, а няу. Я с этого смеялся с Россией несколько лет назад. Сегодня оно пришло в мою страну, и даже хуже, можно сказать уже. Да вообще до маразма полного доходит. Это невероятно, это невероятно. Но по поводу политических убийств, знаете, мне присылают много материала, наверное, как и вам. И как-то Петров ляпнул во время эфира, что он очень надеется, что президент все-таки утвердит непубличное решение. С намеком, ну он же там как бы это самое работает, на это все дело обслуживает, и ему не терпится, чтобы кого-то убили. Хотя я бы на его месте позаботился о личной, так сказать, безопасности в 26 году. Куда бы ему уехать с Украины. Не в плане убийства, а в плане по закону последствий. И таких, как он. И поэтому вы видите, что мы с вами обсуждаем. Вот Ну, такие вещи убийства с вами обсуждаем. кошмар мы с вами обсуждаем, потому что в любом случае, как не получится, как не выйдет, или как долго не будет это происходить, там транзит власти через выборы или через какой-то временный орган какого-то управления, это будет хаос. И, внимание, вот это вот я хотел отдельно обсудить. Так а что с деньгами, что с экономикой? Я, конечно, мог с вами там, могли бы с вами поржать над этими рафалями, сжиженным газом в Одессу, который будет приходить. Это все во время войны, это все вот это все. Понятно, это все. Деньги где брать? Я помню, как Зеленский кичился на выходных, вот буквально пару дней назад. Смотрите, 1 миллион человек оформили Вовину 1000, потом 2,5 миллиона Вовину 1000 оформили. Тут, смотрите, тут это надо плакать. Это надо плакать. Это 1000, это $20, 20 евро, ну, неважно. То есть люди все равно получают, все равно пытаются это оформить. Не потому что, а потому что для них это хоть какие-то деньги в условиях тяжелейшей зимы и разбитой энергетики. Как будет переживать украинский народ и за что будет жить во время транзита этой власти? Во время транзита власти он будет жить за деньги европейских доноров. А в дальнейшем нужно думать не просто взять деньги, а для чего взять эти деньги. Потому что я выступал бы первый за деньги, если брать их, допустим, на переходный период во время проведения суперреформ для страховки, так как это делает Хавьер Милей. Это да. А брать деньги просто, чтобы их проживать на чиновников, на войну и на воровство, это просто глупость. На страну навешивать эти долги. Поэтому это аргумент, то, что вы говорите, к тому, что переходный период не затянется. Потому что это просто бессмысленно. То есть год он не будет длиться, 9 месяцев вряд ли. Мобилизацию будут усиливать, как вам кажется? Сейчас... Это Да. политическим убийством туда. Это одно из пунктов, где он может тоже пойти в разнос. И порадовать глобалистов. Потому что сейчас вот эта история, он и сам говорил, Зеленский, лично, и сейчас много спикеров такого рода, толка, там, Рахманинов тоже из «Голоса», говорят, смотрите, у нас беда, у нас СЗЧшников все больше и больше, хотя тоже информация прямо противоречит президентской, ну или там Зеленского, уже как-то и президентом его с мая прошлого года называть, ну ладно, де-факто же президент, поэтому да. так и называем. Смотрите, говорит, Зеленский говорит, всех, кого набрала Россия в 25 году, мы всех убили. Ну, убили или ранили. Это его прямая речь была буквально месяц назад. Просто люди уже не запоминают вот эти все сентенции, потушности. Сегодня выходят, говорят, ребята, у них сократились потери, то есть они прям идут в плюсе, а мы идем в минусе, потому что у нас 20 тысяч человек поймали, 30 ушли в СЗЧ за 1 месяц. И это не считая потери и, понятно, там, физической убыли людей с фронта, поэтому людей не хватает. На самом деле, в этом всем надо очень здраво посмотреть на вот
перспективы мобилизации и вот этой войны до последнего украинца. Если этот процесс запустить, то, вы правильно сказали, Европа будет охотно давать деньги, а американцы... Может, все просто обставляется таким образом, чтобы американцы все предложили, съездили в Москву, эти генералы из Пентагона сказали: все, мы умываем руки, до свидания, снимаем санкции с России, свои санкции, Европа пускай оставляет, и, в общем, занимаемся своими делами, а Европа, бедная, давай, надрывайся с Украиной дальше, и тогда Украину ждут по-настоящему черные времена и руина. Не, ну я мог бы с вами согласиться, что все так, если бы я не знал, что по сути решение принято. Вы понимаете? А давайте посчитаем по поводу мобилизации и всего остального. Сейчас конец ноября. С 5 ноября, да, по документам началось последнее военное положение введено было, ну, продлено, с 5, по-моему. То есть до 5 февраля. Вот если мы идем по оптимистичному сценарию, то оно 5 февраля уже может быть не продлено. Оно может быть там не военное, а там другое, по-другому назовут, и начнется подготовка к выборам. Либо еще один раз продлят, если не так гладко пойдет процесс. Но мобилизация, она может пойти на убыль тоже, когда будет подписано рамочное соглашение. Смотрите, рамочное соглашение то и рамочное, что это все может быть долгая песня. Меня интересует очень простой предметный вопрос в финале, и дальше будем говорить со зрителями. Это все, конечно, очень хорошо выглядит. Так а где здесь Россия? Вот правда, в чем интерес России заканчивать вот сейчас на, внимание, пике немощи режима Зеленского государство Украина, разочарование народом или обществом, я не хочу это слово употреблять, его там соросята употребляют. Короче, разочарованием людьми вот в этом всем, тяжелейшей ситуации на фронте, зимой, то есть смыслы, какие аргументы есть для России у того же Трампа. Дух Анкориджа — это прекрасно. Однако вот сейчас с точки зрения операционной надо решать какие-то максимальные задачи военным, военно-политическим путем Кремлю и Путину. И что думают в Кремле об этом? Сохраняющие до сегодняшнего момента, такое стоическое молчание. Да? То есть нас не будет в Турции, мы не знаем. Здесь мы не в курсе. Они придуриваются. Или, собственно, что им предложил Трамп? Россия, конечно, придуривается. Вот эти все «я не я, корова не моя», последнее заявление российских спикеров. Я все это читал, все это видел. Предложено снять все санкции, очень мощное сотрудничество в экономическом секторе. Вы понимаете, снять все санкции с России или большинство санкций и их активы замороженные не тронуть, это очень много. Кроме того, допустим, они сейчас заберут Покровск, аннексируют его. А что дальше? Опять вот эта позиционная война? Не знаю. Если бы я общался с кем-то из россиян, но я не общаюсь. Американскую позицию я знаю и понимаю. Поэтому я это вижу так. Так а в чем они совпадают, эти позиции, Денис? Я же вам говорю, снятие санкций и экономическое сотрудничество — это мало. В России же экономика не супер. А сейчас это будет отличный для Путина тоже ход политический. А мы, значит, Он же себя объявит победителем все равно. Нет, понятно, что объявит победителем. Я вам больше скажу, если сохранится Зеленский в каком-то виде, временно до выборов или там при комитете, без комитета национального спасения, сейчас будем смотреть, потому что пленки-то не все. Мы же ждем хриплый голос, мы ждем на этих пленках. Оказывается, никто не врал, оказывается, сливы подтвердились, вот эти, что там он очень нелицеприятно об украинском народе отзывался, сам непосредственно Зеленский, который уже там фигурирует вокруг него, смс-ки там ему шлют, перезванивают, а конкретно голос мы еще не увидели. Вот этот голос может стать действительно таким выстрелом Авроры, в том смысле там революционным, когда вот голос выстрелит и начнутся действительно процессы. Я к чему? Я к тому, что Зеленский должен, тоже объявлять победу. А как тогда ты объявишь победу, если с России снимут санкции, например? Это же четкий удар под дых. Вы знаете, Путину обязательно кто-то поверит в то, что он победил.
Он-то, может, и победил, но Россия от этого не победила в длинную, того, что он натворил. Что касается Зеленского, то же самое. Вот те люди, которые слушают таких, как Петров, которые, или там типа того, вот те с удовольствием поверят в победу или во что-то еще. Я серьезно вам говорю. Ведь боты ботами, а все равно есть люди, которые считают сейчас, если не Владимир Александрович, то там не то, что фронт рассыпется, Украины не станет. Украина есть, доки Зеленский президент, я такое слышал. Ну, вот такие люди есть, да, и надо с этим тоже считаться, это признать. Их немного, но они есть. Ну как немного? Ну миллионы это. Это миллионов пару есть таких людей. Вы знаете, очень показательно последнее время, и я хотел бы на этом остановиться и прям акцент сделать. В Соединенных Штатах Америки, по моей информации, пока это не публично, есть прям, ну как, американцы, вот там есть Паулина Луна, да, то есть Да. есть даже поссорившиеся с Трампом, Тейлор Грин. но, мне кажется, они помирятся. Они там после этого Эпштейна сейчас переварят в Америке, да, и они помирятся. Я думаю, что переварят, потому что там, ну, вот это включать вот эту историю с Клинтоном и Трампом, вот это вот, да, с каким-то Бобби, с вот это все. Ой, это такой, сейчас весь ТикТок американский в этом. О том, что там кто где, кто с кем, да, причмакивая или не причмакивая. Ужас! А еще мне нравится вот это. У Путина есть запись молодого Трампа с Клинтоном. Короче, ну то есть просто какой. Мы думали, что у нас отбитые всякие там Петровы, а там в Америке тоже отбитые. Так вот, Тейлор Грин, вот эта вся история, то есть, и даже, ну это не публично пока, Рубио, лично Рубио, протягивают руку в сторону, ну, как бы, представителей Украинской Православной Церкви, как незаконно гонимых. Есть целый ряд встреч, вот прямо сейчас. И в том числе вот эта религиозная свобода и запрет на гонение находится в этом плане. Прокомментируйте, пожалуйста, если есть что сказать по Эпштейну и по этому делу, и по вот этому факту, скажем, вот этой работы. Мечта, чтобы Трамп скрылся там в Эпштейна, ну, какой-то серьезной роли, это мечта наших, в кавычках, патриотов. Это все понятно. Ну, в Америке есть тоже разные люди, я бы не сказал, что здесь много отбитых. Здесь просто очень жесткая рубка в политике, я вам так скажу. Теперь по поводу церкви. Действительно, это правда. В Америке над этим сейчас идет большая работа. Почему, можно сказать, это курирует Рубио? Потому что он такой прям христианин, ну, прилежный и очень сильно верующий человек. И для него это чуть ли не личный вопрос. Если, ну, Венс тоже верующий, ну, вот, например, люди Венса участвуют вот в этой вот делегации. То есть это Венс, как сказать, очень много сделал тоже для этой делегации, которая сейчас в Киеве. Ну, то есть это была тоже в том числе его идея или даже его идея. Большая роль его, короче говоря, в этом. Он же военный в прошлом. А Рубио – это, да, человек, который с христианством связан очень сильно, плотно. И на днях же писали, да, в Капитолии будет целое заседание по этому поводу. Да, да. Вот уровень, представьте себе. Это уже очень серьезно. Это уже очень серьезно. Ну, посмотрим, куда вывернет. И вы знаете, может быть и правильно. Вот мы так заканчиваем этот эфир, потому что дальше действительно будут какие-то новые заявления, карколомные подробности, такие какие-то просто шокирующие вещи, которые обрушатся на голову нашу и всех, кто следит за политикой в Америке, в Украине, ну и вообще в украинской войне. Это очень важно. Я хочу вот подчеркнуть, это очень важно говорить о хороших вещах. Ну вот смотрите, что плохого, да? Венс, Рубио, сенаторы, там, конгрессвумены, да, вот они собираются и заседают там, да, о том, что это же, что УПЦ хорошо, сдать свободу, там, русский язык, это хорошо, это по Конституции. Нам просто перепрошили сознание вот эти военные годы и вот эти мовные омбудсмены, которые договорились до того, что Украина возможна, если запретить Телеграм. Да, она сумасшедшая. Ну, на прямом смысле слова сумасшедшая. Ну, то есть Телеграм запретить, и тогда украинская. А так будет вообще непонятная Украина, просто называться Украиной. Это не будет Украины. Что ты мелешь? Ну, то есть, а подождите, а как вот во Франции, например? Вот я просто беру навскидку, без каких-то четких привязок. Если не запретить Телеграм во Франции, что французы как бы кончатся, или французская Франция кончится? Ну, идиотизмом, этот идиотизм надо авгиевы конюшнить и надо разгребать.
Друзья, Да. значит, подведем итоги опроса. Что будет делать Зеленский после озвучивания военными США секретного мирного плана с Россией? 11%, смотря что там и какие гарантии. Кстати, я думал, этот вариант победит. Ну, люди там, смотря что там. Нет, последнее место. Это означает, Вот так. что плевать, что там и какие там кому гарантии. То есть плевать, что будет делать. Значит, 18% согласится, ибо деваться некуда. 19% картинно откажется. Там у него есть покрышка ЕС, да, и вот это все, овальный кабинет. Ну, 53% считают, что будет вилять, срывать, тянуть время. То, что, в принципе, делает вот последние полгода Да. после овального кабинета. Видите, так как мы вначале проговорили, примерно так люди проголосовали. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что пишете, что отзываетесь. Давайте в режиме Блиц. Поехали из сообщества YouTube. Значит, непонятно. Денис пишет, ваш тезка. В сентябре в своих эфирах на вопросы зрителей про фрукт вы отвечали, что фрукт уже не актуален, так как Зеленский на все согласится. Так зачем тогда Трамп или глобалисты запустили операцию Миндичгейт, если на прошлой неделе вы заявили, что пленки Миндича являются тем самым фруктом, который с трепетом так ожидали многие? Какой-то диссонанс. Что такого произошло за последние 2 месяца, что понадобилась срочно эта операция? Куда спешат? И вчерашний ваш фрукт в телеграм-канале — это про что-то еще более серьезное, чем пленки Миндича. Спасибо за ответ. Во-первых, спасибо человеку, что на меня подписан. Да, я фрукт опубликовал. Фрукт, это написано в кавычках, это какой-то, ну вот, что-то имел... Действительно, я публиковал эмоджи фрукта, мы договаривались, когда начнется реальное падение режима, я его публикую. Просто люди как-то, знаете, ну зайдет человек на стрим, свое там, то, что ему понравилось, отложится, 3 месяца не смотрит, и они по-разному это люди трактуют. Но ничего страшного. По поводу пленок, вот вы сказали про хриплый голос. Я, допустим, не верю, что публикуют хриплый голос. При всех моих надеждах не публикуют. Ссылаясь на то самое военное положение, и что это просто там фронт обсыпет, в смысле морально, деморализует, если они услышат президента. Но все, что будет около этого, безусловно, будет опубликовано. Но падение режима началось реально. Это должно было начаться в сентябре месяце. Немножко задержка произошла. И когда я говорю согласиться с Зеленским, так это не в смысле, что ребята, делайте, я на все согласен. Ну, люди немножко не так понимают. Но ничего страшного, суть от этого не меняется. Зеленский-то в начале конца. После грандиозно-коррупционного скандала перед Зеленским сейчас стоит выбор. 3 пути. Держать Ермака, рисковать кризисом, сдать его, уйти под полный внешний контроль глобалистов, проведя в Кабмин на более высокие должности Сарасят, или попытаться сокрушительно ударить по НАБУ и САП, закручивая максимальные гайки, снижая мобилизационные, в общем, рискуя переворотом. Из этих 3 сценарий, какой, по-вашему, наиболее реалистичен, почему, и сможет ли Зеленский в этот раз... здешние события загнали его в безвыходную ситуацию или пропетляет? Ну, вот это вот такой вопрос. Нет, точно не пропетляет. Я еще раз говорю, зная Зеленского, думаю, он пойдет во все тяжкие. Надеясь на остатки благоразумия и зная американскую позицию сегодня, его продавят. Но... Ну, я даже не знаю, как на это отвечать. Но вы представляете, сейчас не уволить Ермака, допустим, после всего? Ну, это, наверное, часть во все тяжкие, если пойдет, не уволит Ермака. Тот же метушится так и суетится, это просто невероятно. То есть Зеленский еще на полном серьезе думает, увольнять или не увольнять. Но давайте дождемся завтра. Об этом завтра может быть объявлено в четверг. Да, завтра вернется Зеленский, посмотрим, что будет в четверг. Значит, интересуются пользователи, а что это за информация про отъезд Ермака в Лондон и встреча с Виткофом Зеленского без Ермака? Почему не подтвердилась? И правда ли Залужный должен был встречать Ермака в Лондоне? Зачем это вбрасывалось, спрашивает. Ну, это правда вбрасывалось. Я же публиковал эту информацию не от себя, а со ссылкой на СМИ. Это Бабель опубликовал, ссылка на 2 источника. Ермака я видел сегодня четко на видео в Турции. Виткофа там точно не было, еще раз людям говорю, это 100%. Они, видимо, садились там, Зеленский, или сидят сейчас, или будут сидеть, Зеленский на стульчиках пока. Ермак, Зеленский, Умеров, и разговаривали, что им делать дальше, решали.
Мгм. Ну, опять-таки, да, тут я заметил это прям тенденциозно. Вот на прошлой неделе на стриме, одном из стримов, ведущая вас спросила, можно ли считать публикацию пленок Мидича давлением Трампа на Зеленского. Вы ответили, что нет, Трамп еще давить не начал. Почему? И что вы считаете, вот как понять, что будет начало давления именно Трампа на Зеленского? Ну, видишь, сейчас Трамп вообще не комментирует эту Да, ситуацию. вот это Это же поразительно. своего рода и есть давление. Потому что он показывает, что он в стороне от этой ситуации, а дальше работают военные спецслужбы. То есть даже как, ну, это как вас начинают игнорировать, с вами не разговаривать. Это мы уже можем трактовать как давление Трампа. Ну, понимаете, просто в этом же фишка. Люди думают, что Трамп выйдет на пресс-конференцию. Так, Зеленский, если ты не примешь, и я должен буду это признать давлением Трампа. Но все несколько сложнее. Вы смотрите в суть, что происходит. Режим Зеленского заканчивается сейчас. Вот и все. А там крутить вокруг этого, это такая история. Мгм. А, Денис, по-вашему, зять Трампа, Джаред Кушнер, может иметь голос в выборе кандидата президента Украины со стороны США? Ну, конечно. А, Ну, не так банально. Люди думают, что все банально, там список людей, давай вот этого вычеркиваем. Немножко не так. Можно поддержать не одного человека. Можно поддержать человека через 5 лет в 1931 году и на этом строить свой план. Американцы никогда не планируют на месяц или на год. Американцы планируют на десятилетия. Я прошу людей это держать просто в голове. И комбинация может быть круче и длиннее, чем они себе думают. Джаред Кушнер очень сильно влияет на Трампа, да. мне рассказывал один человек, ну, опять-таки, из экспертов, что Зеленского утвердили еще бог знает когда, что он будет президентом, утвердили в американском посольстве. Фильм они начали снимать именно поэтому под это, а не потому, что гений какой-то там, ну, шепнул что-то, да, на ушко, ангел спустился с небес. И это все вообще большая комбинация американцев, да, американцев и той, скажем так, власти, того крыла американской власти. Что вы думаете по этому поводу? Не, ну, глобалисты наверняка его утвердили. Но не только глобалисты. Все мы помним посиделки Фирташа в Вене, кто к нему куда ездил. Не все так просто. Глобалисты, можно сказать, были не против. Прям утвердили, так говорить не знаю, потому что вы все помните, как радикалы, вы же сегодня упоминали, нападали на администрацию президента. Так те радикалы, это они и есть под глобалистами. Поэтому, ну, я думаю, это неверная информация. Я вам еще раз напоминаю, Зеленский подавал документы на выборы президента, когда Порошенко победил в 2014 году. А потом их отозвал уже в процессе принятия Центральным избирательным комитетом. Они сами добровольно отозвали, но совершенно точно он их подавал. Поэтому он это в себе держал. Он это «Слугу народа» придумал, чтобы всю эту схему реализовать. Он этим бредил, он мечтал. Он себя считает великим. И давно уже. Так, вот такой вопрос от Александра Котова. Ну, значит, откуда у вас столько ненависти к России? У вас даже скрывать это плохо получается. Когда вам говорят, что в Америке что-то не так, вы говорите, что типа, а вы там были. И второй вопрос. Вы были в России или слушаете Ходорковского и Каспарова? Каспарова терпеть не могу, Ходорковского не слушаю. Ненависти к России, это неправильно сказано. Нет у меня ненависти никакой к России. У меня есть ненависть к путинскому режиму и к путинистам, потому что они очень много сделали, чтобы посеять ненависть к нам. И очень часто я в комментариях к нашим стримам вижу, когда просто отъявленная ненависть ко мне, к Украине, к украинцам. Вот этого искренне понять не могу. У меня нет никакой ненависти к российскому народу. Я не нацист, не сужу по паспорту людей. В России есть хорошие люди и плохие люди. Очень многие, к сожалению, поддерживают то, что делает Путин. Вот я выступаю против этих людей конкретно. Зачем Зеленский по-хамски общался с журналистом на тему коррупции? Он не понимает, что такая роль поведения подтверждает, что он в курсе, или просто дальше сам себя закапывает? А по-моему, это старое видео или это новое видео? Но если я правильно понимаю, это вот старое видео, когда он говорит, а вы были вообще в Украине? Ну, вот Да, это не последнее. Да, я в понедельник его показывал у себя на стриме. Так подождите, помните, он раньше делал заявление, все коррупционеры из Украины уехали? Помните, такая Да. история была? Ну вот это из той же оперы. У нас нету, когда у Мосейчук сидел у Натальи пропагандистки этой штатной и говорил, я приравняю коррупцию к чему там, к измене родине, да, и расстрел там чуть ли не веду. Ну это же было все.
То есть вот вам судите о том, как слова президента расходятся с делом и что у него в голове, чем он на самом деле занимается. Да кого тут может, по-моему, минимально думающий человек, его уже убеждать ни в чем не нужно. Он не обязательно должен мне симпатизировать или вам, но понимать, кто такой Зеленский. Мгм. Так, перемещаемся в чат трансляции. Значит, здесь у нас Сергей задает вопрос, почему Трамп так нервничает, когда ему задают вопросы по Эпштейну. Почему брат Эпштейна обвиняет Трампа во лжи, что никакого дела не имел с Эпштейном и его преступлениями против детей? Ну, почему так Трамп нервничает, мне ответить? Да не знаю, почему нервничает. Ну, то, что он был знаком с Эпштейном, это факт. Но если, я же говорю, если сфотографироваться мне с кинооператором, я же от этого кинооператором не стану или с доктором. Ну, это Нью-Йорк, это тусовка богемная Нью-Йорка. То, что там педофил, это смешно просто. Мгм. Ну, там не совсем, может, в этом. Понимаете, тут вообще вскрывается такая штука. Ну, заговор, конспирология, заговор, все вот эти люди, они, вот это вот все варево, это закрытый клуб, это все, они там решают наши судьбы, а сами вон какие, непонятно чем И Трамп такой же, плоть от плоти. Ну, то есть, понимаете, тут люди... Не, на самом деле это в чистом виде политика. Вот сегодня младший Трамп заявил, что Эпштейн ненавидел Трампа, и там какие-то скриншоты, имейл переписок, типа он готовил импичмент Трампу, ну, участвовал в этом. Поэтому это все, ну, жесткая такая политическая рубила. Просто я уже я настолько уже к этому здесь привык, я на это смотрю как бы чуть-чуть легче. Мгм. Значит, ну, почему Трамп молчит по поводу скандала, мы обсудили, ну, прокомментировал Денис. Вам не кажется, что что он забрал уже все свое из Украины после подписания сделки? Кстати, что с ней будет? Сделки по ископаемым имеется в виду, недра. Приехали самолеты, он эти ископаемые добыл, самолеты погрузил и вывез. Ну, маразм. Ну, люди, которые так мыслят, к сожалению, я не могу, ну, как бы я бессилен в таких случаях. Сделка будет работать. Это очень длинный проект американцев. Она подписана не только с Украиной. Это на годы, на десятилетия вперед. Ничего, будет сделка работать. Закончится война, пойдет работа. Это очень длинный проект и очень сложный. Александр, вопрос к Денису. Что будет с олигархами в Украине, Пинчук, Ахметов и другие? Они ведь будут тормозить все реформы и процессы, о которых вы говорите? Вот этого я не знаю. Предполагаю, да. На каком-то этапе и довоенном я себе допустил мысль, что олигархов очень быстро и скоро заменят корпорации. Этого не произошло. Они по-прежнему очень с большим ресурсом люди и по-прежнему хотят влиять на политику. Поэтому сейчас, я вам так скажу, я не знаю, что будет, кого кто поддержит и что. Вопрос исторического как бы масштаба и масштаба личности. Вот кто-то из них захочет сделать Украину страной для себя, жить, работать, хранить деньги и так далее. Или по-прежнему дойная корова. Это, кстати, такой важный вопрос. Ну, конечно. Потому что конечно. у них все за границей. Самые длинные яхты в мире за границей. Да. Да, самые большие поместья, самые большие... Да и у Зеленского вот этой зеленой шоблы тоже все за границей. Яхты, дома, Лондон и так далее, и так далее. Значит, так. Ой, шелест розовый понь, благодарим за эфир. Да, друзья, спасибо большое, что пишете. Вообще пишите, и хорошее тоже пишите. Знаете, ты читаешь. Ну вот правда, я всех призываю писать хорошее не потому, что там я люблю там херес в уши, а потому что, ну давайте как-то компенсировать. Значит, Елисевич, высокого мнения там о себе, вы для русских никто, там, за что вас ненавидеть, за то, что вы злобствуете, не зная ничего о России. Так смотрите, а кто говорил, что Елисевич хочет быть кем-то для русских? Ну вот, Да. ну вот это же тоже такой вопрос очень важный. Смотрите, там, вы говорите по-русски, мы говорим по-русски до войны, мы говорим на языке, ну как, матери, ну на родном языке. Если бы там наши матери говорили на украинском языке, вот и всех тех украинцев, которые вы слушаете по-русски, ну, они говорят на украинском, понимаете? Кто-то ломает язык, кто-то коверкает. Здесь вопрос в нашем общем будущем. Я вообще очень хотел бы, чтобы мы концентрировались, так, в завершении стрима, на каких-то глобальных вещах, больших проектах.
Можно там любить Россию, не любить Россию, но то, что там пытаются хотя бы каким-то макаром идти в ногу с этим временем, а время-то жестокое будет, технологичное, жестокое. Чат GPT обманывает направо и налево, да, там, ввергает там, людей слабых к лишению самого себя жизни, роботы, опять-таки, трудовые ресурсы, экономические отношения. То есть об этом надо думать. А у нас все вот это потужнее, назламнее, вот в Украине, для украинцев, вот это Саш, уготовано. так это план глобалистов. Люди не должны участвовать в политической жизни и не думать о себе, о своем будущем, будущем Украины. Задача должна быть выжить. Выжить. Либо не сдохнуть с голоду, либо от ракеты, либо на фронте. Я говорю это на полном серьезе. Для них Украина буфер, не страна. И вот я с этим категорически не согласен. Я не Друзья, хочу, чтобы Украина была полем сражения. ну я хочу, чтобы хотя бы что-то, ну, понимаете, то, что я помню очень часто, да и, не знаю, по-моему, мы тоже в каких-то таких ранних наших встречах об этом говорили, и с другими мы говорили, смотрите, Украина, 91 год, вторая Франция, экономический потенциал, мощь, люди, население, образованные, все там заводы, пароходы, все есть, ну, то есть хороший такой жирный ломоть. Вы заметили, что сейчас этого, ну, все, нету. Ну, осталась только земля, вода. Слава богу, есть дефицит воды в Украине, питьевой имеется в виду, но не такой, как там в других регионах. Земля, вода, воздух, горы, вот эти станции, которые там советские как-то там что-то модернизируют, электрические, какие-то каскад ГРЭС, ну, какой-то газ из земли что-то достали. То есть уже нет вот этого производства, уже нет вот этого будущего. А надо вот по завершению войны сразу думать о будущем, о том, что мы будем производить. Не дроны, да, там, например, а может, там, не знаю, там, а может, мы действительно будем там какие-то вот эти автомобили, которые летают, как в фильме «Пятый элемент», производить, или там дроны-доставщики какие-нибудь. Может, в этом как бы наше предназначение. Ну, а то, что их осталось очень мало, это действительно так. Чтобы точку поставить и по поводу людей, это абсолютно украинская история. Это зритель задавал этот вопрос, я пошел, перепроверил, так и есть. Госслужба занятости Украины, значит, сообщает, в целях замещения рабочих мест с мужскими профессиями за сентябрь-октябрь трудоустроили 175 тысяч женщин. В частности, ну и работы тут. Башенный кран, станочник, слесарь, механосборочных работ, водитель троллейбуса, монтажники. Как относится, как вы к этому относитесь, да? И как это соотносится с нашим вот этим, вот этой уравниловкой гендерной? Ну, то есть, получается, что все, нет теперь женских, мужских специальностей. Максимально уравняли всех. Смотрите, Саш, значит, комментировать заявления агентств и их статистику в такой стране, как сейчас, бессмысленно. А вот есть смысл то, что вы сказали там про 91 год исходной позиции и сейчас. Поэтому главным ресурсом должно стать не нефть, газ, а мозги в Украине. И назовите мне еще одну страну в Европе, в которой, ну скажем так, ничего устоявшегося, кроме идиотизма, больше нет. Попробуйте реформировать Америку очень серьезно. Я вас уверяю, здесь настолько все неповоротливое, устоявшееся и работающее, это очень крайне сложно сделать. И в Западной Европе то же самое. Украина – это страна, где можно сделать самые лучшие условия и для жизни, и для ведения бизнеса, главное, для самореализации. Вот за что я выступаю. По поводу того, ничего не осталось, 3,5 тысячи госпредприятий есть, как минимум. И еще немало ресурсов. И это то, с чем тоже можно работать. Что производить или не производить, не надо зацикливаться на индустриальной экономике, это не Советский Союз. Нужно создать условия, бизнес-климат, а рынок решит. Производить, не производить, дроны, вилки, ложки, компьютеры или, повторюсь, ничего. Сейчас современная экономика на 80% ВВП состоит из услуг. Поэтому Сингапуру, Гонконгу ничего не надо производить. Буданов выходит. Ну, во-первых, радует, говорит. Он же... Как, слушайте, у него все поменялось? Вы же помните Буданова, как он
отзывался о двойниках Путина, помните? Ну, конечно. Говорит, да, есть, да. Но они нужны для того, чтобы, ну, то есть по делу, чтобы время сэкономить. Или там, если что-то опасность, там, ну, туда отправить. То есть это, как это, ну, как это нормальная тема. То есть, ну, он как разведчик там дает интервью большое, сейчас появляются разные фрагменты. Значит, ну и самый главный, чтобы вот так, я хотел точку ставить в эфире, а давайте теперь восклицательный знак поставим. Без Трампа нет шансов на прекращение боевых действий в Украине. Глава ГУР Буданов. Что это значит? Прозрел, Кирилл прозрел. Знаете, мне так с некоторыми из них хотелось бы персонально пообщаться. Вот я хотел бы этого Кирилла как фрукт раскусить. Что это за человек? Потому что он для меня настолько был непонятен глупыми заявлениями. И теперь целый глава ГУР, я сейчас говорю без иронии, она на полностью выходит и в конце 25 года заявляет то, что Елисеевич говорил в 22-м, за что его нарекали чуть ли не русским агентом. Как метаморфозы этой жизни происходят. Метаморфозы. Или соросяцькі издания USAID говорили, Елисевич, начебто в Україні є корупція, бездоказово. Ну, посмотрите пленки НАБУ. А эти заказные передачи снимались. И про вас там наверняка говорили. Вы понимаете, вот. Вот и все. Надо просто уметь ждать. Да, Буданов. Прозрел, короче, Буданов, прозрел. Буданов порадовал. И это еще один пазлик в этой всей мозаике, которая будет происходить дальше. С завтрашнего дня, что будет пытаться делать Зеленский, и что, какие ветры подуют. Ой, завтра начнется жара. Ой, завтра начнется жара. Какие ветры подуют. Денис, спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам, спасибо зрителям, даже хейтерам. Да, друзья, всем большое спасибо за хорошие, добрые комментарии, за нехорошие, недобрые. В общем, спасибо за то, что были с нами в прямом эфире. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это очень важно для Ютуба, который в условиях Я вот вообще жду, когда санкции поснимают со всех Ютубов, со всего этого. Вот я вот этого жду. Я вам это желаю, потому что кто санкции вводил? Коррумпированная шайка? Удаленно? СНБО. Вот Умеров сейчас, понимаете? СНБО, Умеров, который фигурирует в пленках Миндича. Подозрение у него официально есть. И еще многого мы не услышали. И его тоже писали. Давайте поможем Ютубу избавиться от санкций, поставим свой лайк. Берегите себя и друг друга. Добра и света. До свидания.